Это красивейшее растение называют голубой мечтой садоводов, потому что не так уже много в природе многолетников с подобными, необычными на вид шелковистыми цветами яркой небесной окраски. Речь идет про декоративный мак. Те, кто считает, что он не бывает сине-голубой и фиолетовой окраски, просто не знают о существовании гималайского мака. Его ботаническое название – меканопсис. В Европе этот эффектный цветок появился благодаря английскому полковнику Бейли, который в 1913 году привез его из Тибета. В садах средней полосы меканопсис пока еще редко встречается, но его можно найти у коллекционеров цветов и в некоторых интернет-магазинах по продаже растений. Объявления о продаже тибетского мака также иногда встречаются на сайтах бесплатных объявлений. Иметь в своей коллекции такое чудо мечтают многие цветоводы. Но несмотря на то, что этот цветок входит в семейство маковых, от своего неприхотливого и засухоустойчивого родственника он многим отличается, в том числе и агротехникой выращивания. Кстати, название меканопсис в переводе означает «подобный маку». В садоводстве самыми популярными считаются несколько видов меканопсиса. Это меканопсис буквицелистный, который в естественной природной среде в основном произрастает в горной местности Тибета. В 1922 году на горе Эверест был обнаружен еще один красивый вид – меканопсис крупный. Он отличился еще более насыщенной окраской и внушительными размерами цветов. Не менее популярный вид меканопсиса Шелдона, цветы которого также характеризуются редкой красотой и необычной небесной окраской. Высота этого травянистого многолетника составляет приблизительно 70-90 см, реже метр. Цветы раскрываются в июне-июле. Их диаметр около 10 см. У меканопсиса крупного они достигают 12 см и более. Окраска лепестков бывает фиолетовой и синеватой, но в основном голубой. Не зря это растение еще прозвали «голубое тибетское солнце». Вообще декоративные маки поражают своим разнообразием. Они бывают красной, розовой, фиолетовой, белой и даже желтой окраски. Из популярных сортов в продаже встречается меканопсис буквицелистный Хенсел Виолет с фиолетово-пурпурными лепестками и белый сорт Альба. У первого эффектные шелковистные лепестки с небольшим красноватым оттенком. Яркие выразительные тычинки желто-оранжевого цвета отчетливо выделяются по центру цветов. Листья мака сизо-зеленой окраски. Они бывают рассеченными и цельными. Края гофрированных лепестков меканопсиса с характерным волнистым краем, что придает ему особую привлекательность. Пройти мимо тибетского мака и не остановиться, чтобы полюбоваться его цветением, просто невозможно. Такие цветы хочется рассматривать часами. Но чтобы меканопсис порадовал вас своей красотой, придется найти к нему особый подход. Повторю, что в отличие от других, более засухоустойчивых маков, которые способны долго обходиться без полива и расти на открытом солнце, гималайский мак лучше высаживать в легкую полутень, прикрывая растения от палящего полуденного солнца. Меканопсис не терпит сильную жару и пересыхание почвы, поэтому кустики лучше мульчировать, обеспечивая их регулярным поливом. На открытых участках, особенно в жаркое и засушливое лето, цветки будут быстрее увядать, и сроки цветения сократятся. Меканопсис способен формировать на одном стебле до 10 бутонов. Каждый цветок держится на растении около 5-11 дней. Общий период цветения длится примерно месяц. Далее на цветоносах созревают коробочки с семенами. По окончанию вегетации мак отмирает, а на его месте отрастает несколько молодых розеток, которые станут цвести в следующем году. Кустики меканопсиса с годами хорошо разрастаются, но опытные садоводы рекомендуют в первый год посадки обязательно удалять цветоносы, чтобы растения не тратили на цветы все свои силы и смогли удачно перезимовать. Кстати, продлить период цветения можно, если своевременно удалять отцветшие цветоносы, не давая завязываться семенам. Такая простая процедура подтолкнет кустики цвести дальше. Если вы решитесь посадить в своем саду это растение, заранее подберите ему прохладное место в небольшом притенении. Меканопсису подойдет участок под ажурной кроной деревьев. На открытом солнце тибетский мак может сильно пострадать. К тому же там его придется чаще поливать.
Данный вид мака не любит пересыхание почвы, однако застой влаги он также не выносит. Поэтому гималайский мак нельзя высаживать в местах скопления талой воды, под стоками крыш, в низинах и на участках с высоким залеганием грунтовых вод. В посадочную яму лучше добавить дренаж. В первое время следует проводить прополку сорняков, так как они могут легко заглушить молодые кустики меканопсиса. Еще один немаловажный момент – это качество почвы. Она должна быть рыхлой и питательной, хорошо пропускающей воздух и влагу. Кстати, окраска лепестков во многом зависит от кислотности грунта. Состав земли должен быть слегка кислым. В него хорошо добавить для рыхлости песок и листовой перегной. Можно добавить кислый торф. Учтите, что меканопсис не терпит известковой почвы. На обильное цветение также положительно влияют периодические подкормки, которые начинают проводить уже весной. Можно вносить готовые промышленные удобрения для азалий и рододендронов. Подкормки вносят только по заранее пролитой земле. После этого кустики можно замульчировать торфом или другими органическими материалами. Со временем кустики меканопсиса хорошо разрастаются, поэтому высаживать их необходимо на определенном расстоянии, чтобы в будущем они не составляли друг другу конкуренцию. Высаживайте растения не менее чем на 30 см друг от друга. Если вы захотите размножить гималайский мак, а это вполне вероятно, так как ваши близкие и соседи обязательно попросят у вас такие цветы, воспользуйтесь одним из вариантов. Первый – это способ деления. Проводит его ранней весной до появления листьев или осенью. Куст выкапывают, осторожно отделяют дочерние розетки и по возможности сразу высаживают на постоянное место. Можно также собрать и посеять семена, хотя семенной способ намного хлопотнее вегетативного. Зернышки мака потребуют предварительной стратификации, то есть предпосевной обработки холодом. В противном случае они у вас не взойдут. Посеять их под зиму в сад тоже не вариант. Из-за того, что семена мелкие, их просто затянет вглубь грунта или со временем смоет проливными дождями. К тому же есть высокая вероятность повреждения нежных сходов грибковыми инфекциями. По этой причине меканопсис высевают на рассаду. Стратификацию проводят уже в январе. Землю под рассадой периодически проливают светло-розовым раствором марганцовки. Большинство видов тибетского мака обладают высокой зимостойкостью. С осени кустики достаточно коротко обрезать и замульчировать. Меканопсис не прост в размножении и довольно капризный к условиям выращивания. Но этот цветок стоит того, чтобы ему уделили должное внимание. Его очаровательные голубые цветы станут изысканным украшением вашего сада и наполнят его ощущением легкости и прохлады. Поделитесь вы своим мнением об этом растении. Имели ли вы опыт выращивания меканопсиса? Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно оставляйте свои вопросы и комментарии. А если это видео было вам интересным, не забудьте поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.